На окраине старой деревни, где луга плавно переходили в суровые предгорья, заросшие колючим кустарником и жесткой травой, жил великан. Его звали Чернобур. Это был не просто бык, а ходячая легенда, воплощение первобытной мощи и ярости, которую природа иногда выплескивает в мир в виде шторма или обвала. Его шкура была чернее самой глубокой бездны, а на массивном затылке росла жесткая грива, придававшая ему сходство с древним доисторическим существом. Чернобур не признавал ничьей власти. Местные пастухи, люди тертые и привыкшие к строптивому нраву скота, обходили его пастбище по широкой дуге. Стоило чьей-то тени мелькнуть на границе его владений, как бык вскидывал свою чудовищную голову. Его рога, два изогнутых костяных меча, отполированных временем и битвами о стволы деревьев, разрезали воздух с пугающим свистом. Он бил копытом так, что из-под земли вылетали пласты дерна, а его рев, низкий и вибрирующий, казалось, проникал в самые кости, заставляя сердце биться в паническом ритме. В этом звуке не было простого животного крика, в нем слышался вызов всему миру, который пытался его подчинить. Взрослые жители деревни давно оставили попытки усмирить зверя. Несколько лет назад самые смелые мужчины пытались загнать его в загон, вооружившись тяжелыми кнутами и крепкими веревками. Но Чернобур разметал их, словно сухие листья на осеннем ветру. После того случая его оставили в покое, превратив его присутствие в своего рода закон природы. Солнце встает на востоке, а Чернобур властвует на пустоши. Его боялись, его уважали, им пугали непослушных детей, рассказывая, что бык чует страх за версту. Но однажды в деревню приехал мальчик по имени Джонни. Он был из тех детей, которых взрослые называют «не от мира сего». Худой, с тонкими запястьями и копной непослушных волос, которые вечно торчали в разные стороны, он казался слишком хрупким для этой суровой местности. В его больших, чуть печальных глазах светилось неутолимое любопытство. Пока другие мальчишки играли в войну или воровали яблоки в садах, Джонни мог часами наблюдать за тем, как муравьи строят свою крепость или как меняется цвет облаков перед грозой. Разумеется, история о Чернобуре дошла до него в первый же вечер. Старый пастух, прихлебывая горячий чай, со смаком описывал ярость черного гиганта, приукрашивая детали для пущего эффекта. Но вместо ожидаемого ужаса на лице мальчика отразилось нечто иное — глубокая задумчивость. Джонни не видел в быке монстра. Он слышал в рассказах нечто, что другие пропускали мимо ушей. Одиночество. Гордое, яростное одиночество существа, которое все вокруг привыкли только бояться или ненавидеть. В один из вечеров, когда солнце начало медленно погружаться за горизонт, окрашивая небо в цвета спелой сливы и тревожного золота, Джонни отправился в путь. Он шел босиком по пыльной тропе, чувствуя стопами тепло уходящего дня. Деревня осталась позади, звуки людской суеты, лай собак, скрип колодезных журавлей и окрики хозяек постепенно затихали, сменяясь стрекотом цикад и шелестом высокой травы. Он дошел до границы пустоши. Чернобур был там. Огромный силуэт быка четко выделялся на фоне заката, словно высеченный из базальта монумент. Бык почувствовал чужака мгновенно. Он медленно повернул голову, и его ноздри раздулись, выпуская струи пара, которые в свете заходящего солнца
казались пламенем. Он начал бить копытом, подготавливая свое массивное тело к рывку, который не оставил бы от нарушителя и следа. Мужчины, возвращавшиеся с дальнего поля с косами на плечах, замерли вдали. «Эй, парень, стой! Ты с ума сошел?» — закричал один из них, бросая инструмент. «Он тебя в землю вотрет! Беги, дурак!» Но Джонни не бежал. Он даже не замедлил шаг. В его душе не было того холода, который обычно парализует людей перед лицом опасности. Вместо этого он чувствовал странное спокойствие, почти родство с этим зверем. Он подошел на расстояние, которое любой разумный человек счел бы смертным приговором. Чернобур издал свой знаменитый рев. Это был звук рушащихся скал. Земля под ногами Джонни вздрогнула. Бык опустил рога, целясь в грудь мальчика, и его мышцы под черной шкурой натянулись, как стальные тросы. Еще мгновение, и трагедия станет неизбежной. В этот момент Джонни остановился. Спокойным, почти будничным движением он достал из нагрудного кармана своей поношенной куртки небольшую флейту. Это был простой инструмент, который он сам вырезал из сухой ветки ивы, долгими часами шлифуя древесину и подбирая отверстия так, чтобы звук был чистым и мягким. Мальчик поднес флейту к губам и закрыл глаза. Раздался первый звук. Он был тонким и легким, как нить паутины, дрожащая на ветру. Это была не та музыка, которую играют на праздниках, чтобы заставить людей танцевать. Это была мелодия самой тишины, колыбельная для земли, песня о том, как засыпают леса и как глубоко под землей текут невидимые ручьи. Чернобур замер. Его голова, опущенная для удара, слегка приподнялась. Рев оборвался так внезапно, словно его выключили. Огромное животное, застывшее в позе агрессии, теперь выглядело озадаченным. Звуки флейты обволакивали его, проникая сквозь толстую шкуру прямо к тому самому месту, где под слоями ярости билось израненное одиночеством сердце. Джонни продолжал играть. Мелодия становилась чуть громче, в ней появились нотки тепла и доверия. Музыка словно говорила быку: «Я знаю, как тебе больно. Я знаю, что ты защищаешься. Но здесь, в этом моменте, тебе больше не нужно воевать. Ты в безопасности. Мы оба здесь, под этим огромным небом, и нам нечего делить». К удивлению оцепеневших зрителей, Чернобур сделал шаг вперед. Но это не был бросок убийцы. Он шел медленно, осторожно, переставляя свои тяжелые копыта так тихо, словно боялся спугнуть хрупкую мелодию. Его глаза, которые еще минуту назад горели багровым огнем безумия, начали смягчаться. Веки прикрылись, и в выражении морды появилось нечто похожее на глубокое облегчение. Мальчик не открывал глаз, полностью растворившись в музыке. Он чувствовал приближение гиганта не зрением, а кожей, по жару, исходящему от его тела, по запаху полыни и дикого зверя. Когда Чернобур подошел вплотную, его огромная голова оказалась прямо перед лицом Джонни. Один взмах рогов, и все было бы кончено. Но бык лишь шумно выдохнул, обдав мальчика влажным теплым паром, и тихо опустил голову к его ногам. Джонни закончил играть. Последняя нота еще долго вибрировала в вечернем воздухе, прежде чем окончательно растаять. В наступившей тишине было слышно только мирное сопение зверя. Мальчик медленно протянул руку.
Его маленькие, испачканные в траве пальцы коснулись горячей пульсирующей шеи Чернобура. Бык вздрогнул от первого в его жизни доброго прикосновения, но не отпрянул. Напротив, он слегка прижался головой к плечу мальчика, признавая в нем не господина, но друга. Взрослые, наблюдавшие за этой сценой, долго не могли прийти в себя. Для них это было крушением основ мироздания. Сила, которую они пытались сломить железом и страхом, сдалась без боя перед кусочком ивовой ветки и чистым сердцем ребенка. В тот вечер никто не решался подойти к ним. Мальчик и бык стояли на холме в лучах угасающего заката, и казалось, что они — часть одной древней картины, смысл которой люди давно позабыли. С того дня жизнь в деревне неузнаваемо изменилась. Джонни и Чернобур стали постоянными спутниками друг друга. Мальчик часто выводил гиганта на сочные луга, где трава была слаще, и бык следовал за ним, как верная тень. Он больше не ревел на прохожих, если Джонни был рядом. Иногда мальчик засыпал прямо на спине быка, зарывшись пальцами в его жесткую гриву, и Чернобур стоял неподвижно часами, охраняя сон своего маленького друга. Жители деревни поначалу опасались, ждали, что природа зверя возьмет свое. Но шли месяцы, а Чернобур оставался спокойным. Глядя на эту странную пару, люди начали задумываться о себе. О том, как часто они используют грубость там, где нужно понимание. О том, что истинная сила — это не способность разрушать, а способность созидать мир там, где была война. История о мальчике со флейтой и черном быке передавалась из уст в уста, обрастая новыми деталями. Говорили, что музыка Джонни могла исцелять раны и заставлять цвести засохшие деревья. Но сам Джонни знал, что никакой магии в его флейте нет. Магия была в том, чтобы увидеть в монстре живое существо, которому тоже бывает страшно и одиноко. Когда Джонни вырос и пришло время покидать деревню, он в последний раз пришел на пустошь. Он долго сидел рядом с Чернобуром, просто прижавшись спиной к его теплому боку. Он не играл на флейте, они понимали друг друга без музыки. Когда он уходил, бык долго смотрел ему вслед, стоя на вершине холма. Он не пошел за ним, его домом были эти горы и эти луга. Но он больше никогда не был прежним яростным зверем. Чернобур прожил долгую жизнь. Даже когда он состарился, и его шкура подернулась сединой, он оставался символом того невероятного лета. И поговаривали, что холодными зимними ночами, когда ветер завывал в трубах, из глубины пустоши иногда доносился тихий, едва уловимый звук, похожий на мелодию флейты. Это старый бык вспоминал единственного человека, который не побоялся его полюбить. Деревенские жители выучили этот урок на всю жизнь. Они поняли, что дикая мощь, гнев и ненависть — это лишь щиты, за которыми скрывается жажда доброты, и что самый острый клинок бессилен против простой искренности. Дикая сила была побеждена, но не унижена. Она была трансформирована музыкой и теплом человеческой души, оставив после себя тишину, в которой наконец-то смогла прорасти любовь.